Всем привет! Harduse тестирование небольшого тактического фиксида Kizlyar Supreme Urban. Представитель фирмы Kizlyar Supreme сообщил мне, что экстремальные задачи, упомянутые в описании этого ножа, на самом деле не подразумевают под собой в первую очередь мощные силовые нагрузки, а речь шла о несколько иных тактических задачах. Поэтому, возможно, в некоторой степени можно считать это тестирование нецелевым использованием ножа. Но, во-первых, я обещал Harduse, поэтому мы делаем Harduse. А во-вторых, глядя на этот нож и понимая, что он сделан из стали D2, я считаю, что если с термообработкой стали здесь все в порядке, то он должен без проблем выдержать данное испытание. Заточка на ноже фабричная, она несколько раз уже тупилась, и я подправлял ее на пасте. В принципе, нож достаточно острый. Давайте проверим паракорд. Всеми частями режущей кромки, продавливанием режет паракорд. Переходим к кабелю. В принципе, достаточно легко режет. Режет продавливанием, пушкатом. На покрытии остались следы от кабеля. Но это именно следы на покрытии, не само покрытие слезло. Какого-то затупления я, честно говоря, не наблюдаю. Давайте проверим паракорд вот этой частью режущей кромки. До сих пор режет паракорд без проблем. Ну что ж, переходим к открыванию банки. Так, я вытер сейчас нож об футболку, и у меня остались такие вот черные следы. Видимо, это покрытие. Вот здесь вот на гранях видно, как оно стало немного уходить. Но во многом это и следы самой банки, оставшейся на клинке. Так, в плане затупления никаких очень мощных сколов нету, но можно видеть, что режущая кромка вот примерно вот во всем вот этом участке отблескивает цвет, причем так достаточно серьезно. Давайте проверим паракорд. Все. Не режет пушкатом паракорд уже на вот этом вот участке. На кончике и у основания еще можно, на брюшке не продавливает. Но в целом, как я уже сказал, по крайней мере, без каких-то сколов. Можно видеть вот здесь вот, что весь участок вот так вот ушел в бок. Вот видите, вот этот отблеск. Весь участок режущей кромки как бы загнулся.
сантиметра 2, наверное. Тут вот ближе к кончику есть какой-то более мощный замин. Тоже, ну вот, кромка начала загибаться во все стороны. Это не скол. Как я и говорил, поведение этой стали больше такое пластичное. Вот сейчас очень хорошо видно вот это вот затупление. Кромка очень сильно подсела. И, честно говоря, рукоять была не очень удобной в данной работе. Но в целом все нормально. Переходим к строганию алюминия. Как я уже говорил в обзоре, в такой вот строгательной работе рукоять очень удобная. Строгал нож довольно бодро. Здесь прям выел такую площадь большую, вот стружечка. Посмотрим на режущую кромку. Мне кажется, она получила еще повреждения. Можно видеть вот эта часть, которая замялась в бок. Сейчас она стала как-то изгибаться еще больше. Видно вот это вот затупление. Достаточно такое мощное. Вот сейчас хорошо видно. Ну что ж, переходим к тестированию кончика. Пробивание оцинкованного металла 0,8 мм. Пять ударов. Смотрим на кончик. Кончик целый. Кончик целый. Абсолютно целый, я бы сказал. Никаких заминов, только небольшие здесь вот остатки металла на покрытии. Оцинкованный металл 1 мм. Очень больно держать палец вот тут на навершии, отдает очень сильно. Ох, 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 смотрим на кончик. Кончик погнулся в сторону очень сильно. Очень странно на самом деле, странное поведение. По заявлениям фирмы Кизляр Суприм,
эта Т2 должна быть закалена до 60 единиц примерно, ну может быть 59. На этой твердости это немного странно прям, что кончик так загнулся. Ну что ж, нержавеющая сталь 1 мм, продолжим, посмотрим, сколько он выдержит. Нисколько не выдержит. Вот здесь вот этот вот отпечаток, куда входил кончик. Кончик отломался. К сожалению, кончик отломался. Где-то миллиметра на 3, на 4. Ну, попробуем поковырять деревяху. Кончик отломался еще. Отломался уже очень серьезно. Вот так вот выглядит место скола. Я даже удивлен. Здесь тоже была некая деформация заметна. Вот в этом месте он начал гнуться. Опять же, достаточно неожиданно для закалки в 60 единиц, чтобы нож вот в таком вот толстом месте гнулся. Кончик там внутри. Ну, ковырять дальше бесполезно. Но все равно нож пока что целый. Львиная доля клинка присутствует, режущая кромка присутствует. Поэтому перейдем к метанию. Так как нож не мог втыкаться из-за отсутствия кончика, то
Основным моим интересом было проверить, как выдержит такие испытания вот эта вот микарта. Дайте-ка я поправлю камеру. Как выдержит издевательство микарта. И в принципе даже от такого вот метания в бетон ничего ей не случилось. Трубка темлячная выскочила. Это да, но в целом рукоять в порядке. Немножко люфтит, потому что винтики открутились. Ладно, переходим к рубке. Ох. При попытке так немного скрутить во время того, как нож попал сюда в одну из зарубок, я попытался его скрутить так в сторону, чтобы выломать древесину. И вот такой вот большой кусок выломался. Очень легко. Блин, этот кусок выломался. Ну прям очень легко. Это вау. Вот. Теперь у меня нож с таким крутым гриндом. Да. Ну, в целом не смешно, конечно. Ладно, ну давайте как-то попытаемся суммировать то, что мы видели. Значит, кончик очень легко гнулся и очень легко сломался после этого. Далее большая часть клинка отломалась на ковырянии древесины буквально в первую же попытку. Это тоже было не очень красиво, как-то даже удивительно для меня. Удивительно. И все наблюдали вот отламывание вот этой части режущей кромки. В общем, что мне хотелось бы сказать, что крайне странно лично мне было наблюдать такое поведение D2. То есть я полагаю, что D2 может так себя вести, но мне кажется, что если она себя так ведет, то с ней что-то не то. Что-то здесь ненормально. На этом тесте были ножи из D2, тот же крошечный Benchmade Bone Collector Skinner, маленький. И он все это выдержал. Поэтому поведению этого ножа лично я объяснения не нахожу. Поведению вот этой вот стали. То есть вот в плане рукоятки все прекрасно. Но в плане стали, даже при вогнутых спусках, клинок как-то уж слишком ослаблен. И причем я не уверен, что дело на самом деле в геометрии. Нельзя все списывать на геометрию. Здесь достаточно мяса для того, чтобы выдерживать нагрузки. Ну, по крайней мере, хоть некоторое время, а не ломаться сразу.
Ну, посмотрим. Фирма Kizlyar Supreme, в принципе, постоянно развивается, вносят изменения, прислушиваются к тому, что происходит. Поэтому, может быть, мы увидим и дальнейшее развитие вот этой вот модели. Все. Надеюсь, вам было интересно. Интересно же было. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.